Всем огромный привет! И я снова с простуженным голосом, за что извиняюсь. А это вторая часть создания елочных игрушек, как в Zara Home. И сегодня мы будем делать вот такой воздушный шар из папье-маше. А в первой части я показала, как сделать эти грибочки из снеговика из бумаги. Ссылку на видео ищите в описании. А еще не забывайте подписаться, чтобы не пропустить свою порцию вдохновения. Для формы я решила взять обычный елочный шар. Можно, конечно, было взять и воздушный шарик, но покупать целую упаковку ради одного шарика я не посчитала нужным, поэтому из горлышка от бутылки вырезала вот такую конусообразную часть, чтобы шар был более реалистичным. Сначала я вставляю палочку в отверстие шара, чтобы в дальнейшем его было удобно держать. Надеваю пластиковую деталь и закрепляю ее бумажным скотчем. Чтобы от формы папье-маше легко отделялась, оборачиваю ее пищевой пленкой. Для корзинки я буду использовать обычную пластиковую крышечку. У меня не было крышки с выпуклым дном, поэтому я просто дополню ее из пищевой пленки. Формы готовы, и можно обклеивать их бумагой. Оригинальный шар сделан из массы папье-маше, но я буду использовать просто клей ПВА, разведенный с водой, и рваные салфетки. Решила не замешивать бумажную массу, так как мне показалось это довольно долго, и на тот момент я простых рецептов не нашла. Я не переживаю за неровную поверхность, так как оригинальная игрушка тоже не гладкая. За кадром я таким же способом сделала корзинку. Спустя сутки шар высох, и теперь его можно снять с формы. Сначала карандашом намечаю линию разреза, а потом разрезаю канцелярским ножом. Также рисую насечку, чтобы потом по ней соединить шар. Но перед тем, как соединять детали, нужно прикрепить петельку для подвеса. Я буду использовать обычную скрученную проволоку, окрашенную золотой краской. Закрепляю петельку горячим клеем с внутренней стороны. Этим же клеем соединяю края шара в нескольких местах. И снова наношу бумагу с помощью клея. Тут я решила идти ва-банк и использовать плотные бумажные полотенца. Оставляю высыхать. Детали игрушки высохли, и теперь можно продолжать с ними работать. А это, кстати, я пыталась подкрасить петельку, и краска попала на шар, но ничего страшного, это все закрасится акриловыми красками. Теперь нужно снять деталь с формы. Корзинка получилась выше, чем нужно, поэтому я просто загибаю лишние края внутрь, чтобы сделать стенки плотнее. Делаю отверстия в шаре и корзинке, чтобы в дальнейшем соединить их с помощью шнурков.
А теперь можно переходить к покраске и декору. Сначала карандашом я отделю шар на 8 частей. Тут я вспомнила, что сначала не зашкурила шар, поэтому прохожусь старой пилочкой по самым выступающим неровностям. Шар я буду красить в те же цвета, что и оригинальная игрушка. Это белый цвет и такой, наверное, малиновый. Я намешала с помощью красной краски, синий, добавляла розовую, лавандовую. В общем, просто экспериментировала. Сначала крашу части, которые будут белыми. Затем малиновой краской рисую контур тонкой кистью. И закрашиваю более толстой. Каждый цвет я красила в 2 слоя. Оставляю шар высыхать и перехожу к корзинке. Ее я буду покрывать такими блестками с помощью клея ПВА. Также я посыпала блестками и внутри корзинки. Шар высох, и теперь его можно декорировать блестками. Кстати, я покрасила шар еще и с внутренней стороны, особо не старалась и красила не полностью, просто чтобы не было видно серой бумаги. Сначала я закрываю блестками стыки цветов. Для этого я буду использовать также клей ПВА. Лишний клей убираю с помощью деревянной палочки. А затем посыпаю блестками. Таким образом я сделала весь шар. Когда клей высох, смахиваю лишние блестки жесткой кистью и продолжаю декорировать с помощью деревянной палочки. Итак, все детали игрушки готовы, и теперь их можно соединять вместе с помощью золотого шнурка. У меня шнурок вот такой. Я отрезала 4 одинаковых отрезка и вставляю шнурки в отверстия, завязывая их с внутренней стороны. Для надежности можно закрепить горячим клеем. Теперь нужно соединить шнурки с корзинкой. Я буду это делать с помощью горячего клея. И последний штрих. Добавляю веревочку для подвеса. Моя игрушка готова.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и напишите в комментариях, понравилась ли вам такая идея или нет. А я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю весело, вкусно и творчески провести эти праздничные дни. Увидимся уже совсем скоро. Пока!